Привет, это майор в отставке. Представьте себе развилку, на которой Путин окажется уже совсем скоро. Есть два сценария. Первый. Он попытается как-то остановить в кавычках, конечно, войну в 2026 году, не обязательно на 100% с выгодными для себя, для Кремля вариантами, но так, чтобы перестать каждую неделю затыкать новые дыры новыми людьми и получить долгожданную передышку, которая так нужна Путину. Потому что у него усталость. Нет войны, конечно, а от необходимости каждый день объяснять, врать, что все идет прекрасно. Второй сценарий. Войну, не ударив при этом лицом в грязь, остановить не получится, и тогда Путин пойдет ва-банк. Он будет давить до последнего и пытаться наступать дальше. Но для этого ему уже абсолютно точно потребуется большая мобилизация. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. И вот парадокс. Мобилизация для Путина – это вроде бы самый простой технический инструмент. Нажал на кнопку и все, получил десятки, сотни тысяч, а может даже миллион мобиков. Но политически это самая токсичная и опасная для него кнопка. И поэтому тема мобилизации сегодня становится для властей России одновременно и шансом, и угрозой. Объявят ли власти России мобилизацию в новом 2026 году? Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И в этом видео мы разберем спокойно и по шагам, почему новый 2026 год выглядит как важная и опасная точка выбора для тех, кто находится у власти в России. Что происходит с российскими ресурсами и почему риск мобилизации в этом году как никогда высок с сентября 2022 года. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поделитесь им, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не сделали этого. Итак, мы начинаем. На днях президент Украины Владимир Зеленский также уже прямо сформулировал примерно такую же логику, опираясь на данные разведки, военного командования и реальной ситуации на фронте, что если в 2026 году войну не остановить, Путин будет вынужден объявить мобилизацию. Дело в том, что в 2025 году впервые случилось важное. Приток людей в российскую армию сравнялся с потерями, и общая численность перестала расти. И сейчас новые контракты уже не дают прироста, они просто компенсируют потери. Но на самом деле ситуация еще хуже. Действительно получается, что в последние дни декабря потери снова вылезают на уровень примерно 1200 с плюсом человек в сутки. Ну а реальный темп пополнения, если смотреть на приземленные оценки по контрактам, а не на кремлевские отчеты, ближе к 30 тысячам в месяц. То есть это около 1000 в день. Об этом ранее, кстати, писала разведка США. Несложный расчет в уме, и получается минус примерно 200 человек в день. То есть около 6000 в месяц. Это потери. Причем это еще вежливый расчет, без поправки на раненых, дезертиров и тех, кто просто не добирается до фронта. Короче, в какой-то момент агрессору в лице режима Путина денег и добровольцев перестанет хватать. Чтобы закрывать потери, ему придется идти на специальные меры. Это математика любой затяжной войны. И вот здесь появляется главный вопрос. Если людей не становится больше, а только меньше, как я сказал, как продолжать наступать, удерживать фронт, проводить ротации и при этом еще делать вид внутри страны, что все под контролем и никого это не касается. Что все идет якобы по гребаному плану. По плану, как вы, наверное, уже поняли, у них обычно одно – сказать, что все идет по плану. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Но Путин боится открытой мобилизации, и последние 2 года в Кремле придерживались определенной тактики: не мобилизация, а контракт и набор зэков из колоний. Деньги вместо повесток, форма вместо тюремной робы. Он отсидел там 2 года, да, а ему еще 13 лет мотать. Вот поэтому он и пошел на войну, чтобы не сидеть в тюрьме. Хотя сидел вроде неплохо мужиком, и все нормально, и при деньгах был, и работящий мужик, все. Почему Путин так боится повторной мобилизации? Да потому что, во-первых, 2022 год эти упыри запомнили слишком хорошо. Частичная мобилизация осенью 2022 года стала моментом, когда война из телевизора внезапно перешла почти в каждую квартиру. И социология зафиксировала, о чем многие тогда и без цифр понимали. Новости о мобилизации вызвали в обществе тревогу, страх, подняли уровень недовольства властями. Резко вырос уровень беспокойности и страха после объявления этой самой мобилизации. Реальные рейтинги главного военного преступника Путина упали. И тут важна механика. Мобилизация – это момент, когда
Война перестает быть где-то там, в телевизоре, на бесконечных шоу, и приходит в дом. Пока не трогают твою семью, многие терпят и молчат, но когда повестка прилетает в семью, лояльность начинает сдуваться. И это уже не про комментарии где-то в интернете, это про риски на земле. Регионы, военкоматы, местные администрации, силовики, потому что именно туда первым делом приходит злость людей, злость народа. Ну а затем Кремль. Во-вторых, за время, что прошло с 22 года, по настоящее время, так сказать, Киев за 3 дня взять так и не удалось. Российские кладбища пополнились сотнями тысяч новых могил. Ну а безногие, безрукие и неадекватные участники агрессии против Украины, которых путинская пропаганда почему-то до сих пор называет героями так называемого СВО, заполонили улицы некогда спокойных городов. В обществе за это время созрела мысль о том, что эта так называемая СВО нахер им не нужна, и умирать за ватного фюрера желающих особо нет. Для авторитарной системы опасны не разговоры на кухне, хотя в России для властей это уже тоже становится опасным. Опасны два состояния общества. Когда люди массово начинают бояться за свою шкуру, и когда они начинают массово искать выход, уехать, спрятаться, откупиться, исчезнуть, а может быть даже начать протестовать. Мобилизация – это как раз про это. Контрактная модель на полудобровольной основе, наоборот, позволяет делать вид, что война – это работа для добровольцев, профессионалов и мужиков, которые сами это выбрали. И главное, она сохраняет иллюзию для большинства, что лично их это не тронет. Деньги вперед! Поэтому Кремль и платил все это время, и платил все больше и больше, пока к концу 2025 года деньги не стали тупо заканчиваться. Начиналось все в 2022 году со скромного федерального пряника в 195 тысяч за контракт. Мол, вот тебе деньги, иди воюй, а дальше мы как-нибудь разберемся. Потом аппетиты у Кремля выросли, людей стало не хватать, и с августа 2024 года федеральную выплату подняли до 400 тысяч. А регионы включили аттракцион невиданной щедрости. Некоторые регионы в довесок к федеральным стали раздавать миллионы подъемных, так называемых, устраивая негласный аукцион, кто из них дороже купит фарш. Как будто это какая-то распродажа, только товар здесь человек. Но к концу 2025 года внезапно выяснилось, что бюджет не резиновый, экономика вошла в штопор, война сжигает деньги, санкции душат, бренд болтается около $62 за баррель, а российскую нефть толкают с большим дисконтом за жалкие примерно $40. Поэтому там, где вчера махали миллионами, сегодня режут до минималки. Это условные 400 тысяч региональных сверху к тем же федеральным. В общем, скоро платить станет нечем, останется, наверное, только духом единым. Ну а теперь давайте посмотрим на то, что происходит на уровне решений и указов. Потому что именно там видно, как система готовит запасные варианты. Сразу несколько событий конца 2025 года выглядят как элементы одной картины. Первое. Путин подписал указ о круглогодичном призыве в 2026 году с 1 января по 31 декабря. И план набрать 261 тысячу человек. Формально это срочная служба, не мобилизация. Да, срочников официально не должны отправлять на фронт, но практический эффект понятен. Чем больше срочников закрывает тыловую и рутинную армию, тем больше контрактников можно двигать туда, где идет война. Это способ перераспределить живую силу. Ну а кроме того, в случае чего можно и срочников в бой послать. Второе. Указ о специальных сборах мобилизационного людского резерва в 2026 году. Резервистов планируют задействовать якобы для защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения. На бумаге это звучит как охрана инфраструктуры, но в реальности это тоже освобождение ресурсов. Если резервисты охраняют объекты, значит другие силовые подразделения можно перекинуть куда-нибудь, например, на фронт. И, разумеется, в случае чего эта категория станет великолепным пушечным мясом уже на фронте. Что хотел бы сказать? Идея хорошая. И это особенно интересно на фоне того, что еще осенью 2025 года обсуждалась идея привлекать резервистов к защите гражданской инфраструктуры, в том числе после участившихся ударов по нефтепереработке. Третье. Аналитики Института изучения войны еще в 2025 году писали, что Кремль может готовить постепенное, ползучее такое использование резервистов не как большую громкую мобилизацию за один день, а как постоянный поток людей через разные юридические и организационные механизмы. Из них могут делать новых контрактников. Это своего рода такая скрытая мобилизация. Что тут скажешь, Путин всегда был жуликом.
В этом весь Путин. То есть сценарий может выглядеть так. У нас нет мобилизации, но при этом армия постоянно получает людей через призыв, резерв, сборы, контракты, давление на регионы и в итоге через расширение того, что можно назвать мобилизацией без слова «мобилизация». Но это все равно недостаточно, чтобы как минимум демонстрировать текущие темпы агрессии и захвата чужой территории, но как максимум выполнить поставленные еще в 2022 году цели нападения на Украину. Все цели СВО так или иначе будут выполнены. Нужна именно массовая мобилизация, которая решит все эти проблемы Кремля. Поэтому он стоит у развилки. Либо масштабная мобилизация, либо прекращение войны. Ну а прекращать войну он, судя по всему, вообще не собирается. Теперь еще один главный вопрос. Почему именно 26-й год? Да потому что в этом году сходятся минимум две линии давления. Первая линия – это фронт и потери. Если потери остаются высокими, а прироста личного состава нет, то армия начинает жить в ноль. То есть пришло столько же, сколько выбыло. Это означает отсутствие стратегического резерва. И эта цифра может переломиться в отрицательную сторону, что, кстати, сейчас и происходит, когда потерь станет больше, чем прироста. Вторая линия – это деньги. Контрактная модель стоит дорого и дорожает, а экономика, которую Путин разрушил, летит в пропасть. Чтобы удерживать поток, нужно постоянно поднимать ставку, раздавать льготы, закрывать глаза на качество набора. Но мы видим уже сейчас, что выплаты сокращаются. У режима тупо не хватает денег на контрактников. Ему нужна дешевая, живая сила, которая не станет требовать выплат, а будет просто тупо выполнять приказы за формальное денежное довольствие. Но мобилизация создает еще одну реальную проблему для Кремля. 26-й год – это год, когда в России должны пройти так называемые выборы в Госдуму. Это единый день голосования в сентябре 26 года. И для системы здесь важна управляемость общества, ощущение нормальности, отсутствие резких шоков. Ну, а мобилизация – это шок. Поэтому логика или перемирие, или мобилизация не просто громкая фраза. Это про внутреннюю ловушку Кремля. Продолжать войну так же, как сейчас, становится все дороже и все сложнее. А признать это через мобилизацию, объявив ее, политически страшно. Но, на мой взгляд, если Гитлер, то есть Путин, сможет дать своей пропаганде нужные установки и ресурсы, то теоретически потенциальный мобилизационный резерв можно морально подготовить к мобилизации без большого шока. Достаточно допромыть людям мозги. Но для этого режиму нужно устроить невиданную доселе провокацию. Новый крокус, рязанский сахар, а может быть еще что-то пострашнее. При этом нельзя делать вид, что мобилизация – это единственный способ. Есть и другой путь. Кремль может попытаться удерживать войну без открытой мобилизации, но за счет скрытой мобилизации. За счет еще более агрессивного набора контрактников, используя административное давление. Например, глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Россия закрыла план набора на 25 год, набрав примерно 403 тысячи. И на 26 год планирует набрать еще примерно 409 тысяч. Речь идет о сотнях тысяч в год. Если эти цифры приходится обеспечивать деньгами и региональными компаниями, значит система уже работает на пределе добровольности. И, скорее всего, все, кто был готов воевать за идею, уже просто закончились. И вот тогда мобилизация становится как аварийный выход для системы. Но что произойдет, если Путин все-таки пойдет на это, если он объявит мобилизацию? Здесь ключевой момент. Мобилизация решает одну задачу. Быстро дает массу людей, большую массу людей. Кучу неквалифицированного, но кое-как умеющего стрелять фарша. Но она еще также дает и численное преимущество на фронте, когда агрессию можно продолжать числом оккупантов. Она в какой-то части может даже деморализовать обороняющуюся сторону, поскольку численное преимущество как в военных головах, так и в целом в населении остается за режимом Путина. Но при этом мобилизация, особенно если она будет не частично, а массовая, создаст несколько серьезных проблем для засевших в Кремле военных преступников. Во-первых, это социальный взрыв. В 2022 году страх мобилизации фиксировали социологи. Несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам даже более миллиона россиян уехали из страны. Десятки тысяч граждан Российской Федерации уже убежали от мобилизации в Грузию. На границе из машин образовались многокилометровые очереди. Все бегут с России. На казахстанско-российской границе огромные очереди. Но в 2026 году все может быть гораздо сильнее и хуже. Многие понимают, что это не игрушка с пистолетиком и не учебка, это реальная, порой мучительная, бессмысленная смерть на фронте. Как я уже сказал, за эти 4 года преступной войны многие переосмыслили происходящее. Многие стали понимать, что война ни к чему хорошему не приводит. Многие хотят ее завершения, а не участия в ней в качестве штурмового мяса. Ведь даже российская государственная социология показывает интересную вещь.
Большинство опрошенных россиян связывают ожидания успешного 2026 года именно с возможным завершением войны. Поэтому мобилизация, несмотря на закрученные в стране гайки, на мой взгляд, может привести к массовому выходу людей на улицы даже под страхом репрессий. Ну, смотрите, как заявляют путинские подчиненные, мобилизационный резерв в России составляет примерно 25 миллионов человек. Об этом, кстати, еще Шойгу в свое время говорил. А теперь подумайте, если хотя бы 10% от этого числа решат, что они не хотят умирать за ватного фюрера, если выезд из страны для них будет закрыт, вспоминаем новые законы о повестках, то они вполне вероятно могут выйти на улицы, зайти в Кремль и задать Путину последний в его жизни серьезный вопрос – в окно или на фонарь. И никакой Росгвардии не хватит, чтобы остановить такую массу. Во-вторых, мобилизация приведет к шоковому удару по и так угробленной экономике. Когда ты вынимаешь сотни тысяч, а может даже миллион мужиков из экономики, это бьет по бизнесу, по регионам, по производству. А война и так сжигает ресурсы. В-третьих, это политическая трещина в лояльности. Мобилизация разрушает главный контракт режима с пассивным большинством. Живите как жили, ну а мы все решим сами. При мобилизации это уже не работает. В общем, мобилизация – это не автоматическая кнопка победы для Путина. Это кнопка продолжить войну любой ценой, даже с риском для себя. И именно поэтому она страшна для Кремля. Именно поэтому там пока еще боятся ее нажимать без предварительной подготовки. Ну а подготовкой может стать организованная Кремлем же провокация и новая раскрутка пропаганды, о чем я уже сказал ранее. И вот здесь, возможно, возникает шанс. Страх мобилизации может стать окном возможностей в этом году. Признаков того, что Путин сам по себе хочет остановиться, почти нет. Путин будет продолжать, пока его не остановят силой давления, экономического и военного. И логика здесь простая. Если Кремль видит, что можно тянуть еще год без мобилизации, он будет тянуть. Если Кремль понимает, что без мобилизации начнется просадка на фронте и внутри страны, он начнет искать выход. Паузу, сделку, заморозку, да что угодно, лишь бы как можно дольше не произносить это слово – мобилизация. Возможно, он будет готов пойти и на радикальные меры. Ведь что в голове у Путина, никто не знает. В этом весь Путин. Отсюда и нервная дипломатия конца 2025 года, и попытка играть ставками, и постоянная лапша на ушах у Трампа. Но это не значит, что режим не пойдет на мобилизацию. Путин действует нерационально, как я уже сказал, и он может начать ее в любой момент. Так что же мы видим прямо сейчас? Мы видим, как Кремль одновременно делает две вещи. Первое. Он пытается удержать набор контрактников деньгами и льготами. Вторая. Он тихо расширяет инструменты принуждения и подготовки. Круглогодичный призыв, сборы резерва, новые юридические конструкции, которые позволяют двигать людей по системе так, чтобы это не выглядело как вторая волна мобилизации. Вот такая загогулина получилась. И главный вывод здесь неприятный, но честный. Если война не будет остановлена в 2026 году, то вероятность мобилизации, даже несмотря на риски для Кремля, будет увеличиваться, потому что у Путина будет сужаться коридор решений. Войну Путин прекращать не собирается. По крайней мере, таких желаний лично я у него не вижу. Но что делать, если начнется мобилизация? Если это произойдет, то, согласно новому правилу-закону, потенциальным мобилизованным, скорее всего, запретят выезд из страны. Поэтому я еще раз напомню вам, что мобилизационный резерв в России насчитывает примерно 25 миллионов человек. Достаточно и 10% несогласных от этого числа, чтобы, во-первых, прекратить всякую мобилизацию, во-вторых, заставить власть остановить эту преступную, бессмысленную войну, ну и в-третьих, снести к чертям собачьим весь этот режим. Сопротивляйтесь и пытайтесь изменить ситуацию в России любыми доступными для вас способами. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии под этим видео и ждите новых интересных и полезных выпусков. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там вы найдете много чего интересного и полезного. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.